Добрый день, 262 видео. Называется ООП для чайников. Что же такое ООП? Это объектно-ориентированный подход или объектно-ориентированное программирование, проектирование и дизайн. Мы говорили, что мы будем идеи из программирования рассказывать языком, понятным для обычного культурного человека, и вот мы начинаем такую серию. Мы рассмотрим 4 идеи, наиболее общие, наиболее базовые в этом подходе. Первая идея связана с типом, экземпляром и объектом. Вторая идея связана с переменными и функциями. Третья идея с наследованием. И четвертая с сложенными типами. Первая идея. Представьте себе, что вы начальник отдела кадров на большом заводе. К вам приходят люди устраиваться на работу. Первое, что вы делаете, вы даете им чистые бланки для заполнения. Человек заполняет бланк, сообщает в нем сведения о себе. Вы этот бланк заносите в картотеку. Пустой бланк – это тип. Бланк, заполненный на конкретного человека, это экземпляр. А сам человек – это объект. Объект присутствует в информационной системе как экземпляр определенного типа. Вторая идея про переменные функции. Дело в том, что заполненный бланк содержит данные о конкретном объекте, но некоторые данные нет смысла хранить, их гораздо удобнее вычислять. Например, нет смысла хранить возраст сотрудника. Возраст каждый год меняется. Лучше хранить год рождения, а возраст вычислять. Таким образом, хорошо бы наделить наши экземпляры некоторой способностью вычислять. Хранимые элементы – это m-переменные, вычисляемые элементы – это m-функции, m от слова member – член. Переменная – это то, что тип знает. Функция – это то, что тип умеет. Следующая идея – наследования. Представьте себе, что новый сотрудник, кроме общего набора свойств, обладает еще своим дополнительным набором. Например, вот этот сотрудник параллельно работе учится в университете. Его данные как студента нас тоже интересуют. Другой сотрудник, кроме того, что работает, получает пенсию по старости. Его данные как пенсионера нас тоже интересуют. В первом случае мы говорим, что тип студент унаследован от типа сотрудник. В втором случае мы говорим, что тип пенсионер унаследован от типа сотрудник. Унаследованный знает и умеет все, что умеет тип, от которого он унаследован. И еще кое-что. Объекты дочернего типа автоматически являются объектами родительского типа. Сотрудник всегда человек, студент всегда человек, пенсионер всегда человек. Обратное верно не всегда. Еще одна идея про вложенные типы. Представьте себе, что у вас есть комната, и в ней стоит оборудование. Можно описать комнату как определенный тип, разные комнаты и разные экземпляры этого типа. Можно описать оборудование как другой тип и указать, что тип 2 может быть вложен в тип 1. В программировании M-переменные можно понимать как вложенные типы, но можно мыслить шире, не ограничивая количество экземпляров типа, вложенного в типе контейнере, просто указывать такую закономерность. Вложенность можно понимать как собственность. Например, я пользователь представлен в системе экземпляром E1. Мне принадлежат документы, предметы, другие сотрудники, подчиненные. Все это объекты типов D документы, P предметы, S сотрудники. И эти типы вложены в мой тип. Таким образом, я могу их порождать как мне вложенные в меня. Мы рассмотрели 4 общепринятых идеи ООП. В следующих видео мы добавим несколько неочевидных, необщепринятых идей, тем не менее полезных, в том же русле ООП. Продолжение следует. До новых встреч.